Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы приготовим очень мягкий воздушный пирог с вареньем. Готовится он быстро, очень просто, а варенье можно брать абсолютно любое. И украшать также можно на свой вкус. Я сегодня использую измельченные орехи. А вот так пирог выглядит в разрезе. Очень нежный, воздушный и вкусный. А теперь перейдем к рецепту. Для теста нам понадобятся яйца, сахар, ваниль, молоко, растительное масло, мука, разрыхлитель, для начинки варенье. Готовить пирог я буду в два этапа. Ингредиенты для теста делю ровно пополам. Для первого коржа в миску насыпаем 4 столовые ложки сахара, добавляем 2 яйца. Ваниль немного, чтобы не было горечи в тесте. Тщательно перемешиваем. Добавляем 50 мл молока. Снова перемешиваем. Можно уделить этому чуть больше времени, чтобы сахар растаял. Но в пышную пену взбивать не нужно. Рафинированное растительное масло. И снова перемешиваем. Всыпаем просеянную муку и разрыхлитель. Тщательно вымешиваем тесто. Оно должно быть однородным, без комочков. Форму застилаем пергаментной бумагой. Диаметр моей формы 22 см. Выливаем тесто. Аккуратно равняем его и отправляем в заранее разогретую духовку на 15 минут. Температура 180 градусов. В качестве начинки я буду брать клубнику в сиропе. Совсем недавно на моем канале вышел видеоролик с этим рецептом. Ссылку оставлю в описании под видео. За 5 минут до окончания выпекания первой порции пирога начинаем готовить точно такую же. Напоминаю, что я поделила ингредиенты для теста на две части. Некоторые хозяйки для этого рецепта замешивают все сразу и просто делят тесто пополам. Сначала выливают одну часть, а вторая половина ждет своей очереди. В принципе, тесто готовится очень просто, поэтому мне несложно замесить вторую порцию отдельно. Яйца, сахар, чуть ванили, перемешиваем, молоко, растительное масло, мука, разрыхлитель. Все точно так же. Тесто готово. Достаем пирог из духовки. Вот такой румяный он получился. Сразу же горячий пирог смазываем вареньем. Я немного оставлю для украшения пирога, буквально 2-3 столовые ложки. Аккуратно равняем, чтобы слой был равномерный. Теперь сверху выливаем вторую часть теста. Если нужно, поправляем и снова отправляем в духовку на 15-20 минут выпекаться. Температура 180 градусов. Еще горячим смазываю верхушку остатками варенья. Орехи. У меня кешью я подсушила на сухой сковороде и измельчила с помощью блендера. Орехи можно брать абсолютно любые. Посыпаем наш пирог. Даем чуть остыть. Снимаем кольцо. Кстати, пирог отлично отошел от стенок, хотя мы их ничем не смазывали. Переносим на тарелку. Особенно вкусен этот пирог в остывшем виде. Готовила я его вечером, а утром уже подавала к чаю. Пирог получился очень мягкий, воздушный, с приятным ароматом и вкусом клубники. Вот такой шикарный разрез. Хоть мы выпекали его в два этапа, коржи отлично пропеклись. Нижний корж пропитался вареньем.
Друзья, настойчиво рекомендую приготовить этот пирог. Уверена, он станет любимчиком на вашей кухне. По простоте приготовления и, конечно же, по вкусу. Съедается очень быстро, так что готовьтесь печь его еще не один раз. Жду от вас лайков и комментариев. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой.